Более 15 лет работы с людьми по достижению цели и раскрытию их потенциала выявили некоторые закономерности, которые влияют на успех в большей мере, чем другие. Я назвал это условием достижения успеха. Доброго времени суток! Вы на канале КПД. С вами Дмитрий Паршуков. Если вы попали сюда случайно, то поставьте видео на паузу и обязательно подпишитесь на этот канал. Я здесь делюсь простыми и эффективными технологиями, которые в разы увеличат ваш коэффициент полезного действия, при условии, что вы начнете их применять. Учись хорошо, и будет в твоей жизни успех. Нас в этом убеждали учителя в школах и преподаватели в институтах. Но это утверждение было верным несколько десятилетий тому назад. Сейчас оно абсолютно не работает. И я, и вы знаете много людей, которые учились плохо в школе, но достигли успеха во многих сферах жизни. А те немногочисленные медалисты и краснодипломщики остались в большинстве своем некими середнячками. Не знаю, хорошо это или плохо, но на данный момент знание является скоропортящимся товаром. Мы с вами живем в информационную эпоху. Каждый имеет доступ к интернету. И если вам повезло и руки растут с правильного места, то берите эту информацию и пользуйтесь. Но в результате вроде и цели есть у человека, и сила воли, и работает с утра до ночи. Но кардинально его жизнь никак не меняется. А другие вроде и не так много работают, но им удается создать жизнь своей мечты. Так что же все-таки происходит? Почему в жизни одним везет, а другим никак? Ответ таков, что основными условиями достижения успеха является то, что на нас влияет наше окружение, знания и навыки, которыми мы владеем, и определенный склад нашего мышления. Эта тема очень большая, поэтому в данном ролике мы поговорим с вами о первой и очень важной составляющей успеха, о вашем окружении. Так вот, для того, чтобы быть успешным, вам необходимо находиться в окружении успешных людей. А теперь еще раз об этом и в цифрах. 50% вашего успеха зависит от того, с кем вы общаетесь. Вы когда-нибудь слышали принцип бочки с солеными огурцами? Суть его в следующем. Представьте, что свежий огурец с грядки засунули в бочку с солеными огурцами. Как вы думаете, что произойдет с нашим огурцом с грядки через некоторое время? Правильно, он тоже станет соленым. Хочет он того или нет. Мы все становимся похожими на тех, с кем мы проводим большую часть нашего времени. Если вы хотите преуспеть в выбранной вами сфере деятельности и в жизни в целом, то следует намеренно окружить себя успешными людьми. Вокруг должны быть только целеустремленные и позитивно настроенные люди, которые занимаются саморазвитием и постоянно развиваются, благодарные жизни за свои успехи. И, что немаловажно, поднимающие вас духовно. А теперь о самом интересном. Ведь мы представляем собой среднеарифметическое 5 человек, с которыми постоянно общаемся. Кстати, к окружению относятся не только люди, но и книги, и фильмы, которые читаем и смотрим, места, которые посещаем, и вообще все пространство, которое окружает нас. Так вот, ближайшее окружение можно назвать главным внешним ресурсом, качество и количество которого необходимо повышать. Окружайте себя только теми людьми, кто будет тянуть вас только вверх. Просто жизнь уже полна теми, кто хочет тянуть вас вниз. Как провести анализ своего ближайшего окружения? Итак, мы уже выяснили, что влияние окружения играет большую роль в жизни человека. Поэтому следующим логическим шагом будет глубокий анализ своего ближайшего окружения. Это делается ради 2 целей. Выявить, кто тянет вас на дно, и понять, кто нужен, чтобы выйти на более высокий уровень собственного развития. Итак, давайте приступим к практике. Для этого потребуется лист бумаги, шариковая ручка и 30 минут вашего времени. С левой стороны листика пишем список 30 людей, с которыми вы постоянно общаетесь. Кто это может быть? Во-первых, вы сами, родители и родственники, вторая половинка и дети, друзья и знакомые, бизнес-партнеры и клиенты, ну и так далее. Дальше справа делаем 3 столбца с основными параметрами, по которым вы будете оценивать свое окружение. В первом столбце мышление и уровень удовлетворенности жизни. Второй столбец – уровень дохода. Третий столбец – могут ли чем-нибудь помочь. В каждой графе напротив имени или фамилии вы ставите либо плюс, либо 0, либо минус. В результате анализа должно получиться 3 типа ближайшего окружения. Первое – это положительное, второе – нейтральное и третье – отрицательное. Начнем с плохого.
Может оказаться такое, что на 90% твое окружение оказывает негативное влияние на тебя. А Тамарка хочет. Говорю, может, передумаешь? Не хочу, Пядин. Ну что, я алкаш, что ли? Ты гибнешь, Игорек. Этот чокнутый библиотекарь тебя с пути сбивает. Да, такое бывает. И тут ничего не поделаешь. Просто это необходимо осознать и принять, что все эти люди оказывают на тебя пагубное влияние, понижают твою самооценку, подрывают веру в себя и мешают заниматься саморазвитием во всех сферах жизни. Я лучше поем в одиночестве, чем буду слушать очередные рассказы родителей о том, как плохо живется на данный момент. Лучше скажу «нет» по поводу предложения друзей пойти выпить в очередной пятничный вечер. И не буду общаться с знакомыми, которые хотят только унизить меня или другого собеседника в разговорах. В этом деле лучше проявить твердость, чем быть всегда вежливым. Выход тут один – менять свое окружение. Проблема тут следующая. Себя ты не поменяешь точно. Поэтому тут приходится только заниматься собственным саморазвитием, чтобы у тебя было как можно более позитивное мышление. Родители и родственников не выбирают. Какие уж есть. Но именно они могут тянуть тебя вниз. Погляди, что ты с лица. Артистки они какие? Красивые, тонкие. Ты ж у меня 48 размер носишь, а голос, как у трубы Ерехонской. Я ведь видала по телевизору. Губки у них тонкие, ножки высокие, а ты? Это проблема многих. Необходимо сначала попытаться объяснить, где они могут на тебя отрицательно влиять. Если это не помогает, то минимизировать с ними общение. Лучший вариант – переехать в другой город. Очень важный момент – это выбор второй половинки, с которой мы проводим большую часть нашей жизни. Необходимо смотреть на два параметра – одинаковое мировоззрение и скорость развития. Если хотя бы один из них не будет выполняться, то рано или поздно вы расстанетесь. Легче всего с друзьями и знакомыми. Среди них должны быть только те, кто разделяет твои жизненные ценности. Бизнес-партнеры и клиенты, хоть и играют не первоочередную роль в твоем окружении, но все равно могут тянуть тебя на дно. Тоже обратите на это внимание. С нейтральным окружением поступайте как хотите. А вот сфокусироваться необходимо над улучшением положительного окружения. Для этого есть несколько способов, о которых мы поговорим в следующем ролике. С вами был Дмитрий Паршуков. Обязательно подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить новое видео. Оставьте комментарий. Поделитесь этим видео с друзьями. Поставьте лайк или дизлайк на ваше усмотрение. До новых встреч!